Всем привет, друзья! С вами проект Power Device, и то, что вы видели сейчас на своих экранах, это лишь малая часть того, что вы сможете сделать со своими телефонами. То есть прямо сейчас я расскажу вам, как добавлять вот такие виджеты от новейших телефонов Google Pixel на ваши Android телефоны. Обязательно смотрите ролик до самого конца, чтобы понимать, как устанавливать все эти виджеты. Там ничего сложного, но есть некоторые настройки, которые нужно правильно сделать. Итак, давайте, пожалуй, начнем с самых главных виджетов от Google Pixel. В телеграм-чате Power Device уже давно спрашивают, как установить эти виджеты. На самом деле все очень просто, вам всего лишь нужно установить вот эту полную версию Pix Material U. Как обычно, это приложение и все остальные приложения из ролика вы сможете скачать в моем телеграм-канале Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Не забудьте на него подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного. Но, друзья, не торопитесь скачивать все эти приложения, сперва посмотрите ролик до конца, чтобы все это правильно настроить и понять для себя, какие из приложений вам нужны. Итак, сейчас нам нужно установить вот это приложение. Себе я его уже установил. Далее на рабочем столе нам нужно зайти в обычные Android виджеты. В самом низу должно появиться наше установленное приложение. Например, выбираем виджет поиска. Здесь большое разнообразие. Также, к примеру, можно поставить виджет поиска Gemini. Если у вас на телефоне установлено приложение Gemini, искусственный интеллект от Google, то нажав на эту кнопку, будет вызываться именно оно. Если же его нет, то нажав на эту кнопку будет вызываться Google Ассистент. Все очень просто. Абсолютно все эти виджеты удобные, компактные и кликабельные. Например, здесь открывается поиск, а здесь Google камера. К слову говоря, в одном из предыдущих роликов я показывал, как на свои Android телефоны установить приложение Gemini. Если вы пропустили этот ролик, ссылку оставлю в описании. Также эти виджеты позволяют установить вот такие аналоговые часы. Очень прикольные. Не забывайте, что эти виджеты, если на нем удержать, их можно увеличивать, либо уменьшать. Но мои самые любимые часы этих виджетов находятся в конце. Вот они. Здесь их можно выбирать на любой вкус и цвет. Например, нам понравился вот этот виджет. Выбираем его цвет, либо форму. Нажимаем «Добавить». Теперь остается только его растянуть. Идем далее, и прежде чем перейти к остальным приложениям, если у вас телефон Xiaomi, вы можете зайти в темы и скачать тему под названием Google. Это ее автор. От этой темы себе я применяю только значки, считаю, что они подходят под наш стиль, который мы сейчас делаем. Некоторые из них даже имеют анимацию. Кстати, вот эти статические серые обои я также нашел в магазине тем. Просто в поиске написал Google. Итак, часы у нас есть, но не хватает одной небольшой детали. Какой же? Конечно же, погоды. Для того, чтобы установить стильные виджеты от Google Pixel, вам нужно установить вот такое приложение Pixel Weather. Так как приложение не совсем стандартное, некоторые компоненты Play Market могут ругаться. Ничего страшного, нажимаем «Игнорировать». Итак, оно установлено, снова делаем щипок, заходим в виджеты, находим наше приложение, устанавливаем, например, вот этот второй виджет. Он появляется на рабочем столе. Теперь нажимаем на него. Settings. Apply. Здесь очень важно настроить ваш город. Нажимаем «Выбрать локацию». Обязательно в поиске пишем ваш город на русском языке. Нажимаем «Поиск». Город должен отобразиться здесь. Идем на рабочий стол, смотрим, что получилось. Кстати, все эти виджеты реагируют на темный и светлый режим. Этот виджет немного неудачный. Давайте его удалим и поставим другой. Я установлю этот. Так как мы уже настроили свой город, перенастраивать его не нужно. Просто можем изменять свои виджеты. Данный виджет связывается с Google Погодой. Также отмечу одну маленькую деталь. Смотрите, мой виджет показывает 13 градусов. Если я на него нажму, меня перекидывает в Google Погоду. И здесь уже показывает 14 градусов. Это все от того, что вот этот сайт Google Погоды берет информацию от одного метеоцентра, а данный виджет из другого метеоцентра. Разница абсолютно небольшая. Оба метеоцентра точные. Также, если вы хотите, чтобы этот виджет на вашем рабочем столе часто и правильно обновлялся, тогда нам нужно зайти в настройки, приложение, разрешение,
Автозапуск в фоновом режиме. Здесь находим данное приложение Pixel Weather и ставим на нем галочку. Двигаемся дальше. У нас осталось вот таких 3 приложения. Это приложение с обоями. Во-первых, здесь есть вот такое приложение «Создание обоев от Google с искусственным интеллектом». Данное приложение подходит только на Android 14. На Android ниже оно не установится. Но если на вашем телефоне Android ниже, например 13 или 12, то вы сможете установить вот такие живые обои. Это одни живые обои, а это другие. Далее, чтобы применять эти живые обои, вам нужно приложение «Стили и обои». Также оно называется Google Обои. Скачать вы его также сможете в моем Telegram. Все ссылки будут в описании. Заходим в это приложение. Находим живые обои. Все эти обои появятся здесь. Нажимаем на те, которые нам понравились. Установить как обои, главный экран и экран блокировки. В темном режиме эти обои и виджеты смотрятся шикарно. С экрана блокировки это выглядит так. Также они реагируют на повороты вашего телефона. Я надеюсь, что это видео заслуживает лайка. Также не забывайте подписываться на мой YouTube канал, на мой Telegram. Пишите свои вопросы в комментариях. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.